Всем привет! По многочисленным просьбам делаю видео про фалопластику. Довольно часто можно прочитать, что есть стадия 1, 2, 3, 4 или их всего 2 в каких-то местах пишут. Вот, или фаза 1, фаза 2 и так далее. И насколько я понимаю, речь идет о том, что говорится и в англоязычных видео, что фаза 1 – это, так сказать, подготовительная операция для фалопластики, в которой соединяется мочеиспускательный канал с клитором, и получается такой, так сказать, маленький фаллос, через который можно писать стоя. А фаза 2 – это когда формируется большой фаллос, или пиноид, он еще называется, из чаще всего вот этой части руки. Фазой 3 является операция, в которой формируется головка и добавляются имплантанты яичек, силиконовые. А фаза 4 – это имплантант-насос. Когда я приходил в клинике к хирургам в Германии, я был в 3 клиниках, мне не говорили про разные фазы, просто рассказывали, сколько операций, какие они будут. То есть в Германии не руководствуются такими вот понятиями, как фаза 1, 2, 3 и так далее. Как делается пенис? Из кожи. То есть берется, я сейчас покажу вам на примере листа, берется, значит, например, кожа здесь. Покажу, например, листа, как я увидела у одного другого транс-парня. Мне очень понравилось. Значит так, предположим, вот это кусок кожи, который, меньше берут, конечно, который у вас взяли вот здесь. Будет не прямоугольный, он скорее будет такой трапециевидный, но неважно. Значит, что делается? Есть в Германии 2 способа. Первый способ – tube in tube называется метод, то есть трубка в трубке. Предположим, там, где написано, это кожа, которая внешняя. Значит, сначала заворачивается вот так, внешнюю кожу вовнутрь. Получается трубочка. И эта трубочка позже будет ваш уретра, то есть мочеиспускательный канал. А дальше проворачивается вот так и вот так, для того, чтобы получилось, что кожа, которая внешне, снова оказалась снаружи. Таким образом, у вас получается такой вот член. Это первый метод. Второй метод. Берется кожа с другого какого-то места, например, с живота. Вот такой вот кусочек, 4 сантиметра где-то, и длиной, в зависимости от того, как потом смогут определить, какую величину здесь возьмут. Я тут же еще скажу, что это не так, что вы можете сами определять, вот хочу член 20 сантиметров, у меня же тут ведь больше, и возьмите побольше. Дело в том, что они берут столько кожи, чтобы оно соответствовало по диаметру еще. Во-первых, ваш будущий фаллос не должен быть слишком тонким, при этом слишком длинным. Это будет просто некрасиво выглядеть и нереалистично. А во-вторых, чем больше кожи у вас заберут здесь, тем сложнее потом руке, потому что она же должна потом управиться. И кровообеспечение для пальцев и так далее должно возобновиться. Вот, поэтому слишком много брать тоже невыгодно. Так вот, значит, второй способ. Берется кусочек, например, из живота, снизу живота или откуда-то еще. Это, в принципе, не принципиально, но чаще всего берут из живота. Да, вот, можете себе представить, да, возьмем кусочек, вот он, 15×4, например, и скручиваем вот так вот, сшиваем. У нас получилась трубка. Просовываем в нее трубку силиконовую. И здесь делаем надрез, и здесь надрез, и делаем проход. И вот в этот проход мы вставляем вот эту вот нашу новую трубку, в которой внутри силикон. Ставили, но теперь внутри. Это наша будущая уретра.
И что нужно делать? Вот эта силиконовая трубка, она там не врощена, она там просто вставлена. А вот кожа как раз, она пришита здесь и здесь. Вот в этих вот местах, здесь и внизу. Для чего все это нужно? Это все нужно для того, чтобы та кожа, которую мы взяли, вот этот вот кусок, прижился здесь. Наша будущая уретра должна прижиться в нашем будущем члене. А силиконовая трубка нужна для того, чтобы ее каждый день вытаскивать, промывать и вставлять снова. Она нужна для того, чтобы вот здесь вот кожа не срослась совсем. Вот. Этот способ применяется в как минимум 2 из 5 клиник в Германии. Я сейчас говорю 5, примерно их 5, которые стоит принимать в учет, если хочешь делать фалопластику. Вот. В 2 знаю точно, что это делают. И обе находятся в Берлине, кстати. Этот способ делается для того, чтобы сформировать уретру и таким образом уменьшить количество осложнений. Осложнения бывают разные. В частности, есть такое слово «фистель» немецкое. Это, в общем, маленькие дырочки. Я сейчас не помню точно, не знаю точного анатомического названия и хирургического, я извиняюсь. Дело в том, что первый раз, вот тот первый вариант, когда мы скрутили вот тут кожа, да, скрутили вот так вот нашу трубочку, мы должны ее здесь сначала прошить. И вот этот шов, он должен зажить. И пока он не зажил, может, вот когда-нибудь вам где-то что-то зашивали, в частности, например, мастектомию там делали, пока этот шов не зашьет, не зарастет, там могут быть маленькие промежуточки, дырочки, так сказать. И вот через эти дырочки может, например, вытекать моча, может они... Или наоборот, пока шов заживает, там могут какие-то, наоборот, сращивания происходить, закупоривание, это стеноза называется. И вот для того, чтобы уменьшить количество осложнений, связанных именно с этим, вот эти 2 конкретные клиники решили, что они будут делать вот эту подготовку, трубочку. И эту подготовку мочевого канала нужно делать целых полгода. Нужно полгода ходить вот с этой дурацкой трубкой в руке и промывать ее каждый день, а то и 2 раза в день, для того, чтобы обеспечить там хорошее заживание, чтобы там бяка всякая не попала и не загноилась и все так далее. После того, как вы походили полгода вот с этой трубочкой, дальше уже все идет по плану первому. Она просто, вот этот кусок берется и уже просто загибается вокруг этой уже готовой трубочки, как вот я показал в том примере. Вот и ваш фаллос, так сказать, готов, можно пришивать. Вот. Это видео было просто о том, какие бывают в принципе операции, а в следующих видео я расскажу подробнее о каждой из них.